Всем привет, канал Польза.нет, не нарушая традиции, идем топить то, что топить нельзя. Так, напоминаю, что защита от воды у него не подразумевает то, что его можно вот так запихивать в бассейн, но для чего этот эксперимент? Для того, чтобы показать, что в принципе, если вы видите IPX7, IP68, 67 или IP64, 65, это не особо важно сейчас, потому что если это эшелон первый, и нескладные смартфоны, скорее всего, какое-то минимальное утопление, они у вас могут выживать. И, разумеется, там гарантии нету, но даже если вы видите IP68 и IP67, очень часто гарантия номинальна. То есть ты потом ничего еще и не поменяешь, даже если что-то случится. Единственное, как-то потемнел экран. Я сейчас проверю, что случилось. Что случилось? Я окунул его в бассейн. Ну, вот так он сможет у вас отрабатывать в бассейне. В бассейне, разумеется, его не опускать. Смарт мне понравился, но, к сожалению, недостатков много. Всем привет! Вы на канале Польза.нет. Меня зовут Саня, и здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства. И сегодня я расскажу вам о смартфоне Honor 200. Мы его уже гоняли на прожарке на канале Польза Стрим, и гонял я его больше 3 часов. И знаете почему? Потому что он хорош. Да, здесь всего 700 с лишним тысяч баллов в Antutu. Не супер быстрая память, не самый лучший экран, хотя он субфлагманский по плотности пикселей, хотя с шимом, я бы сказал, определенные проблемы. Snapdragon 7 Gen 3 довольно неплохо себя показал, очень хорошая относительно съемка. Третья ложка дегтя, скорее всего, будет в цене, потому что я понятия не имею, за какой ценник кто брал или сколько он будет стоить на территории Российской Федерации, но в глобалке я его брал за 31 тысячу, я спойлернул. На стриме показывал, и сегодня в конце тоже вам покажу ценник в долларах. Почему у них такие ценники безумные на территории России? Мне кажется, потому что они считают, что они все равно их через рекламу продадут. Ну, в общем, это другая история. Даже на Али эти смартфоны не дешевые. 4К 30 FPS на основной модуль, на телевик, на фронталку. Съемка, по мне, довольно неплохая. Много очень интересного. Также много урезанного. Смотрим. 7 обзоров в неделю выгружаю и ежемесячно разыгрываю по смартфону Poco X6 Pro. Помимо этого, еще в конце июня Poco F6 Pro разыгрываю. Чтобы выиграть Poco X6 Pro, необходимо подписаться на канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов под любым из роликов и написать свое имя в телеге в описании своего канала. Подписаться на телеграм-канал скидок, и вы автоматически в розыгрыше. Перейдем же к сравнению обзору. Ну, в основном это, разумеется, обзор. Распаковка. Поставляется данная модель в коробке из плотного картона, на ней есть название, краткие характеристики модели. Весит посылка 565 граммов, упаковка обыкновенная, в комплекте мы имеем самый обыкновенный силиконовый чехол, блок питания на 100 Вт, кабель для зарядки с USB-A на Type-C, смартфон, наклеенную защитную пленку, ключ для извлечения слота под 2 сим-карты и документацию. Весит Honor 200 189 граммов, а габариты 162 на 74 на 11 мм и 8,1 мм без блока камер. Приобрести данный смартфон можно в черной, белой, розовой и зеленой расцветки. Дизайн очень сильно напоминает модель Honor 100 Pro. Разумеется, на нее у меня тоже был обзор, так же, как и на Honor 100. Выглядит смарт стильно, но однозначно на любителя. По мне, могли бы что-то поинтереснее сделать, потому что он выглядит, если честно, дешево. Хотя он так и стоит, но не у нас. Тыльная часть выполнена из стекла, а рамка пластиковая. Сборка качественная, в руке смартфон лежит комфортно, и одной рукой пользоваться можно, но не всегда удобно. Экран немного с намеком на водопад, но они не мешают картинке, картинка не деформируется. Плюс напоминаю, что в эти деньги очень много уже смартфонов с металлической рамкой, и тот же Samsung A55, если мы говорим про материалы. На корпусе расположили качель регулировки громкости, кнопку питания, микрофоны, USB Type-C OTG версии 2.0 и стереодинамики с технологией Honor Highston. Звучание меня порадовало, оно довольно качественное. Вибромотор тактильно приятный, но в этой ценовой категории я отнесу его к классу чуть-чуть ниже среднего. ИК-порт в наличии, за что однозначно плюс, а вот мини-джека нет. Летим дальше. Honor 200 оснащен AMOLED-дисплеем с алюмосиликатным стеклом, диагональю на 6,7 дюйма, разрешением 2664 на 1200 пикселей, плотность пикселей субфлагманская 435 ppi и соотношение сторон 19,98 к 9. Яркость по моим замерам обычно показывает 800 люксов, заходите в игры, он показывает 580, чего за глаза, за уши, и в этом смысле он вообще просто волшебный. Волшебный телефон по сбалансированности с таким процессором
котором я не ожидал, честно. Частота обновления экрана максимум 120 Гц. Тест частоты дискретизации касания выдал средний результат, но при этом мультитач поддерживается, и экран спокойненько откликается на 10 касаний одновременно. Цветовой охват 100% DCI-P3, есть поддержка технологии HDR, 1,7 миллиарда цветов, сверхвысокочастотный шим затемнения до 3840 Гц. Шим, вот это проблема, если измерять радексом нашим любимым, он не поднимается выше 15%, а вот если измерять уже TNA, то там и 40% есть на нуле, и если вы не на самой минимальной яркости будете пользоваться смартфоном, все будет отлично. Но здесь я говорю как рекламщик, потому что по факту мы видим 40% шима на минимальной яркости, это нехорошо. Процессор установлен Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 с техпроцессором 4 нанометра с 8 ядрами, максимальная частота у него 2,6 ГГц, а графический процессор Adreno 720 идет. Вот так вот все просто. Система охлаждения версии 2.0. Оперативная память 8 или 12 гигабайт, внутренняя память на 256 или 512 гигабайт. По связи Honor 200 использует Bluetooth версии 5.3, Wi-Fi 6 версии, 5G сети и ниже. eSIM доступна не для всех, то есть, проще говоря, eSIM зависит от региона, будет или нет. Датчик приближения ультразвуковой. И это, конечно, тот еще облом, что датчик приближения здесь не физический, потому что ведет он себя не лучшим и не идеальным образом. Вспоминаем покафоны, я не знаю, зачем они это сделали. NFC поддерживается, MirPay встает без проблем. Позиционирование данной модели с поддержкой GPS от GPS GLONASS, Beidou и Galileo. GPS-тест показывает точность стандартную в 3 метра. Операционная система MagicOS 8 на базе Android 14 серии. Система работает не всегда корректно, в настройках можно обнаружить очень много всяких функций, к примеру, Magic Capsule, Honor Global Favorites, игровой режим. Разблокировать смартфон можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного под экран, распознаванием лиц и с 2D разблокировкой и стандартными способами разблокировки. Внести можно до 5 отпечатков пальцев, а биометрические данные лица до 3 раз с разными аксессуарами на лице. Очки, допустим, или маска. В Honor 200 емкость аккумулятора 5200 мАч. Смартфон должен заряжаться от 0 до 65% за 30 минут. По факту, у меня по тестам он заряжался на 50% не за 15 минут, как они обещали, а за 21. И 81% он получал за 37 минут. Заряжался он в среднем за 42. Хотя я допускаю, что и батарея раскачивается, и постепенно смарт сам начинает адаптироваться. И цифры какие-то странные, но вот так. Я уверен, что у большинства из вас он будет заряжаться за минуту 42. PC-марки смартфон показывает у нас космические 9 часов 56 минут, это подтверждает тесты. Если вы зайдете на мой канал Польза стримы, на котором мы гоняли его в течение 3 часов, и у нас получилось так, что в Diablo он поедает 28% заряда, на 60 FPS были фризы, сбрасывание яркости не сильное, это было все нон-стопом, плюс мы 3 раза проверяли в Antutu, что он практически не сбрасывает яркость, в Genshin он поедает 25% заряда, тоже он хитро сбрасывает яркость, что ее еще не поймаешь, но 500 люксов он в целом показывает. И в PUBG New State он показывал всего у нас 21% заряда в час поедания, но у него тоже была просадка FPS, притом без просадки по яркости. В целом можете посмотреть, смарт вел себя просто бомбически нереально круто, учитывая, как мы его грузили, и в этом смысле он, мягко скажем, молодец. Тротлинг-тест проходит со следующими результатами: 235 гипсов минимально, максимально 340, и в среднем 265 гипсов на 100 потоках при 60 минутах. Сколько он выдает в Geekbench, 3D Mark, во всех силикон-тестах, вы видите особое внимание. Хочу отметить, что у него очень приличная стабильность в Wildlife Extreme стресс-тесте. В Antutu он выбивает почти 800 тысяч попугаев стабильно, притом это в минимальной версии смартфона. Это не имеет большого запаса, то есть можно сказать, что это такой не совсем крепкий средняк по баллам в Antutu, но то, что он показывает в остальных моментах, это круто. И обратите внимание еще на стресс-тест, он абсолютно не охарактеризовывает этот смартфон в Antutu, потому что в жизни и в играх, и в съемке он намного круче, чем то, что показывает на данный момент стресс-тест Antutu. Да, вот таким образом я странно рассказываю про Honor хорошо. Он может снимать своих 4К 30 FPS на основу 5 часов 10 минут без просадки FPS. Суммарный объем файла, 2 файла было на 130 гигабайт. Переходим, собственно, к камерам. Основной сенсор на 48 мегапикселей с апертурой 1.95, оптостабом и максимальным разрешением для съемки 4К 30 FPS.
FPS. Сверхширик на 12 мегапикселей с макрорежимом, цифровой стабилизацией, углом обзора в 112 градусов, ужасной, разумеется, апертурой 2.2, а также телеобъектив Sony IMX856 на 50 мегапикселей с апертурой 2.4. У основного модуля вроде IMX906 стоит. С фронтальной части установлен сенсор на 50 мегапикселей с апертурой 2.1, цифровой стабилизацией и разрешением для съемки в 4К 30 FPS, но основной, разумеется, фейл, то что на фронталку у нас, к сожалению, нету 4К 60 FPS, зато есть 1080p 60 FPS. Короткие примеры и сравнения вы сейчас увидите. Ну и по фото и видеосъемке для интереса я буду сравнивать с Poco X6 Pro. Почему? Потому что он стоил нижний ценник 19600 на Али, в среднем его можно было за 20600-20800 купить. И это значит, что этот смартфон в 2 раза дешевле. Притом Poco X6 Pro имеет, кстати, те же проблемы с датчиком приближения и может также снимать максимум в 4К 30 FPS. Понравится ли вам и посчитаете ли вы, что Honor в 2 раза лучше снимает, это вопрос будет к вам. Исходники, опять же, в моей личной телеге. Ну что, 4К 30 FPS без HDR и без AI, и вот так вы сможете снимать против солнца нашу любимую лошадь. И коня правильно сказать. Вот так. Хорошо или плохо решать вам, потому что очень часто то заключение, которое я даю, оно основано не совсем на реальной картинке, потому что я не вижу сейчас, что я снимаю. Я вижу, что местами Honor хуже справляется с освещением. Ну вот если лампу смотреть, если же смотреть на коня, то Poco по полной программе X6 Pro проигрывает. При том, что Huawei может делать еще, точнее Honor может делать еще так. И в целом, хотя вот то, что у него с картинкой было, если вы с созданием видели то же самое, что и у меня, это тоже та еще беда. Но с другой стороны, хотя бы такого пересвета нет. И теперь 4К 30 FPS против 1080p 60 FPS на великом ужасном Poco X6 Pro. Вот так вы сможете себя снимать, насколько это эффектно или эффективно решать вам. Вот так против солнца. Вот так, когда позади X1. Ну, по цветам, конечно, динамический диапазон просто шлак у Honor сейчас. Потому что на лицо посмотрите. FPS. И ладно, будем честны, несмотря на все огрехи Honor, но все-таки, я не знаю, вот даже сейчас я снимаю, мне потом напишут, вот как ты не видишь, что Poco ужасно снимает. Мне кажется, что все просто ненавидят съемку Poco, я не знаю почему. Напишите, она ужасна, что ли? Вот я не вижу, что она ужасна. Хотя сейчас вот конкретно ноги правильно передает свет Honor, а лицо Poco. Так, еще раз фронталка 4К 30 FPS, 1080p 60 FPS у Poco X6 Pro, а у Honor, напоминаю, 4К 30 FPS. Но прикол не в этом. Я сейчас только что прочитал много комментариев в обзоре на Realme GT 6T. И такие люди, а почему они так плохо снимают? Ну потому что флагманы и стоят в 2 раза дороже, они не намного лучше снимают в подобных условиях. Ну ладно, там не таких фризов нет, не столько шумов, но вот такая вот печаль. Плюс, разумеется, исходники даже, скорее всего, видео я буду скидывать в свою личную телегу, скачивайте и смотрите. Так, Poco X6 Pro в режиме HDR и снимаю. В общем, я вижу рассеянный свет, дымку, и смотреть, как вы понимаете, больно сейчас. 4К 60 FPS, основной модуль. Точнее, 4К 30 FPS. В 60 он не снимает. Сейчас опять будут нападать на меня. Потому что я рассказываю об этом смартфоне, а только что делал о другом обзор. А вот с автофокусом у Honor вот какая-то беда. Ну-ка. Вот здесь все хорошо, а против солнца, видите, как он не хочет. Не хочет видеть фигурку. Очень странные дела. Ну ладно. Видите, какой мини-тест еще придумал. И телевик. А здесь у нас просто X3. Чтобы вы понимали, до какой степени космическая разница будет при подобном использовании данных смартфонов. Хотя, опять же, учитывая, как все фризит,
Я не знаю, ну как для видео использовать телевик я бы не стал. Максимум зум у нас здесь X10, здесь X6. Да, по иксам Honor просто бомбический. Так, смотрите, давайте договоримся. Я минуту снимаю в 4К 30 FPS здесь и минуту снимаю потом в 1080p 60 FPS, чтобы вы поняли, что в принципе съемка в 4К 30 FPS, она нежелательна. 5 секунд. Сейчас я включаю шумоподавление на Honor, потому что ветер просто лютейший. Ну, не лютейший, но довольно сильный. И вы можете это увидеть по листьям. В общем, 4К 30 FPS примерно вот так сможете снимать. У меня есть ощущение фризов на обоих смартфонах, притом с переменной, с периодичностью непонятно какой. И можно получается, телевик снимать на Honor. В принципе, и так понятно. Так, в той же локации без HDR, включенного на Poco, снимаю в 1080p 60 FPS. Вот так вы сможете снимать. Надеюсь, что сейчас у меня ничего не упадет. По поводу динамического диапазона вы видите, он намного шире у Honor, и поэтому вы видите что-то на закате. И фронталка 1080p 60 FPS, съемка с двух рук. Давайте в движении, без 4К. Вот так сможете снимать на Honor и на Poco. Сейчас 4К 30 FPS на Poco включены с HDR. И, кстати, с HDR посмотрите, какая разница по динамическому диапазону. Poco ушатывает, Honor, как интересно. Ну, в общем, это ожидаемо. Я просто думал, что он хуже будет работать. Но не об этом рассказ, а рассказ про то, что вот посмотрите по примерам фотографий и видео. Просто прикиньте, сколько я эти девайсы мучаю, таскаю. Я просто не пишу там 3 месяца, 2 месяца, месяц, неделя. Мне кажется, у меня вообще мало что бывает меньше недели. Потому что, ну, только если горячая. Вот горячая, да. Горячая, каюсь, я могу очень быстро прогнать. А если я считаю смартфон не особо дико популярным, как Honor 200 или 200 Pro, то я с ним прям по конкретному пробегусь. И вот чего-чего, ладно, там фотографии и видео будет в разных условиях просто море. И что можно подытожить по поводу этих двух смартфонов по съемке? Я не знаю, чего подытожить. Оба фризят в 4К. И фронталка 1080p 60 FPS. В 1000-й раз всех призываю, если вы мните себя, ну, по-другому не сказать, фотографами, может быть, вы и есть фотограф, очень сильно настаиваю вам на то, чтобы вы не оценивали фото с стороны блогеров. Блогер не фотограф. Вот видеограф, да. То есть по поводу видео мы разбираемся, мы этим зарабатываем. Но мы зарабатываем не фотографией. Как бы блогер вам красиво не рассказывал про фотки, если вы хоть какое-то имеете отношение к фотографии, вы вот скачаете у всех все исходники. Посмотрите, кстати, заодно, у кого руки из нужного места растут и кто в каких локациях фотографирует. Потому что фотографируем, к сожалению, мы всегда не в лучших местах. И, кстати, снимаю в 1080p 60 FPS сейчас. И в этот момент времени, абсолютно бесконечно счастливый для вас, вы поймете, что чем больше разных локаций, чем больше мест, тем больше у вас понимания, как кто работает с фото. Вы оцениваете не наше профессиональное качество как фотографов, вы оцениваете то, как в автомате может отрабатывать то или иное устройство. И уже от этого вы можете танцевать, разумеется, что оно будет способно показать в ручном режиме. Кстати, в RAW формате я тоже фотографирую, как и многие. Требуйте, чтобы вам его в RAW скидывали, и вы уже дальше химичили. Это вам очередной намек на то, что если думать, то думать обо всем. 4К 30 FPS. Медленно два смартфона сравниваем. Кстати, можно и по ультраширику сейчас будет сравнить. Пусть даже у
Poco и 1080p 30 FPS. Точнее. Ну вот оно, сравнение 1080p 30 FPS у Poco без шумоподавления у Honor. Почему-то оно соскочило опять, я же его вроде включал. И 1080p 30 FPS у Honor. Притом ультраширик, разумеется, у Poco в режиме HDR не работает. Сейчас для интереса я включил сейчас шумоподавление на Honor. Посмотрите, допустим, фотографии в лифте Super Honor и Poco X6 Pro. Если говорить конкретно, то ни тот, ни другой смартфон нормально не сфотографировали. Да, у Honor просто шикарного качества фотографии, если приближать. У Poco рисовал он карандашом по сравнению с ним, с одной стороны. С другой стороны, если брать миниатюру, либо посылать кому-то вот что-то подобное, то плюс-минус одинаково, притом по цветам многие ругают. Кто-то там желтый свет в желтом лифте. Но освещение такое, это натуральная передача. Если говорить про дневные фотографии, допустим, на основной модуль, вот, пожалуйста, наш любимый конь, хуже ли на 30%, на 40%, на 50% в 2 раза сфотографирует Xiaomi? Я так не считаю. Да, у Honor меньше перекручены цвета, вот эта вот дымка может быть чуть-чуть реальной, здесь больше мультяшности, но сказать, что разница в 2 раза точно нет. 15% может быть. При том, что еще и у Honor и шумов почему-то хватает, а на поковском натюрморте шумов не видно. Хотя, опять же, даже по крыше можно посмотреть, как съемка до какой степени разная. Видите отражение? Если говорить про съемку пейзажей, здесь вот это я сразу определил. Honor почему-то покрасил. То есть здесь не так все зелено, к сожалению. А в этом сценарии по непонятным мне причинам как раз Poco показала реальные цвета. И да, если играть от детализации, то можно еще и поспорить, прикиньте. То есть, в принципе, оба смартфона потребны, при том, что Xiaomi попала в цвета на своем модуле основном, а Honor, я думал, не основной модуль, на основном модуле в цвета не попал. Вот. Но и то, и другое выглядит очень даже красиво, очень даже удобно. И, как говорится, здесь не от девайса зависит. Но вот здесь, да, здесь видно очень сильно шумы. И в плане зелени, несмотря на цвета, все-таки Honor приятнее. Исходники качаем и там смотрим сами. Я сравнивал этот смартфон по видео фотосъемки с iQOO Z9X, который тоже намного дешевле. Вот посмотрите, сколько шумов ночью. Ночью в Poco X6 Pro он выкатывает в одну калитку, но вот это Honor 200. И не все фотографии, к сожалению, получаются удачными, не всегда отрабатывает стабилизатор ночью. Здесь я заваливаю горизонт, стаб тоже не отрабатывает. Часть из фотографий я успел удалить, часть нет. По фронталкам можно долго и упорно спорить, но, опять же, я считаю, что фотографирует он достойно, в каком-то смысле на уровне Samsung A55, может быть, даже местами лучше. И если брать среднее, то мне показалось, что у него проблема с ПО, но в целом, вот то, что он показывает по фотографии, где-то не хватает динамического диапазона, где-то необходимо ручками что-то подработать. Это фронталка, тоже не лучшее представление о том, как должен снимать смартфон, но с другой стороны, вот здесь основной модуль отработал просто бомбически. Фронтальный модуль в этих условиях тоже неплохо, хотя и со светом он не идеально справляется, но это лучше, чем Poco X6 Pro, скажем так. И сравнивать ночью смысла не было. Это, видите, с Z9X я сравнивал. В целом, смартфон фотографирует и снимает видео достойно. Если прямые руки, то можно много всего сделать, но подобное можно сделать и со смартфонами, которые стоят значительно дешевле. Скачивайте исходники, делайте выбор. Ну что, Honor 200, восход номер, по-моему, 11, у меня уже 5.40. И вот так вы сможете снимать, если вы решите испортить свое здоровье и постоянно просыпаться. Не просыпаться, а не засыпать до 6 утра. А в целом с динамическим диапазоном все хорошо, но реагирует он долго достаточно на смену. Но не такие резкие переключения, кстати, между модулями. Не резкие, но не сильные изменения цвета, в отличие от какого-нибудь там Puro 70. Было мракобесие, конечно. Фудблогинг 4К 30 FPS. 4К 30 FPS, фудблогинг. И еще фудблогинг.
Ультраширик. Телевик. Основа. Снова 4К 30 FPS. Хотите вести несколько YouTube каналов? Вот, пожалуйста. И телеграммов. Ложитесь в 5 утра. Ультраширик. Это удобно, кстати, что он может переключаться. И телевик. Вот так сможете снимать в не особо комфортных условиях для съемки. Но справляется он в них не лучшим образом, скажем честно. Но справляется, если зафиксировать. 4К 30 FPS мужчины поймут, фудблогинг, но вот сейчас я ему помог рукой. Ультраширик. То есть фокус он не хотел настраивать. Вот они 4К 30 FPS, видите? Телевик X3. Освещение практически идеальное. Ну, вот так. А вот в 1080p 60 FPS, хотя я вижу проседание кадров, автофокус работает отлично. То есть, скорее всего, либо процессор, скорее всего, процессор не вывозит автофокус 4К 30 FPS. И Rolling Shutter 4К 30 FPS по Realme GT 6T. Посмотрите обзор на канале, был лютый Rolling Shutter. Народ уже давно не проверяет на него, я не знаю почему. Вот так. И неудобно снимать в этом разрешении. Вот 16 к 9 намного удобнее на фронталке. 0.8. Ну что, петухи, французский символ, да, как говорят. 4К 30 FPS, съемка с одной руки, так ни в коем случае не делать. И я не подаю пример, я пример того, как делать нельзя. Вот, потому что я постоянно плачу кому-то, даже учитывая, что я езжу очень медленно, за то, что я постоянно куда-то цепляюсь. Совсем слегка. Шучу, 2 раза платил, но все равно платил. Шумоподавление включено. Можно также включать, кстати, во время езды. И нет, 4К 30 FPS, кстати, если ехать, то это прям жир. Вот прям жир. Потому что не видно, сам объект не двигается, мне кажется, уберусь. И ультраширик. Сам объект не двигается, и поэтому получается довольно неплохая картинка. Но единственное, на телевик, разумеется, в движении это будет печаль. Даже если на подвеске фактически вы едете, пытаетесь стабилизировать, телефон стабилизирует и сам байк стабилизирует. Плохая идея, кратко. 4К 30 FPS, Honor 200 без шумоподавления, Honor 200 с шумоподавлением, еда, ультраширик, X3, X1. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Ну и резюмировать я бы хотел долго, мучительно и не особо приятно. Первое. У меня вода попала все-таки в лоток, он перестал видеть симку, так что топить его не стоит. Напоминаю, что все тесты были сделаны и проведены до того, как я его топил. Второй момент неприятный. Датчик приближения здесь у нас виртуальный, он отрабатывает плохо. Если говорить про Poco F6, который мы все ругаем, то здесь примерно такая же история. Может быть, у вас он будет отрабатывать хорошо, капитальных нареканий у меня нет, но ты все равно ощущаешь, что он виртуальный. Третий момент, почему у меня к нему претензии, разумеется, это запас мощности за такие деньги, плюс ценник, мне кажется, что он будет заоблачный, и у Honor они на меня выходили с просьбой сделать им рекламу. Мы не сошлись в мнениях, как это все можно дело рассказывать, потому что недостатки, я считаю, критичные, а в эти деньги, что они будут продавать, я спойлерну, вы 99% сможете купить какой-нибудь OnePlus 12R, а это абсолютно другого класса устройства. Так что, несмотря на то, что этот смартфон просто великолепнейшим образом прошел все тесты, которые я ему предоставлял на съемку 5 часов, автономность у него космос, в играх молодец, пусть даже в PUBG New State он сразу сбрасывает FPS, но в него можно играть. Да, на 60 FPS ты в Diablo не поиграешь. По поводу того, что это показывает, все эти игрушки,
покупки. Это показывает его устойчивость в перспективе, его устойчивость, возможность, не знаю, работать в видеоредакторах, если вы решите какие-нибудь видео резать. Да, возможно, для большинства мощности не важна, но а что здесь есть? Защита от влаги топовой нет, металлической рамки нет, 4К 60 FPS нет. Дизайн, я не знаю, мне кажется, что все дизайнеры остались в Huawei, потому что у Huawei остался только дизайн. А у Honor что осталось? У Honor осталась рекламная кампания и рекламный отдел, наверное, общий с Huawei, и поэтому попытаются они это дело продать. Я не назову этот смартфон плохим, просто сломя голову бежать его покупать однозначно не стоит. Все на 99% в моей голове будет здесь зависеть от цены. И надеюсь, что вы со мной согласны. Смарт отличный. Если бы не было еще проблем с датчиком приближения, он был физический, я бы сказал, что это то, что нужно в среднеценовом сегменте. Но ввиду того, что они решили, что мощности мало, на этом еще сэкономим. Датчик, сканер отпечатков пальцев внизу, Always On Display у нас урезан, и так они купят, Honor нет. Потому что в эти деньги очень-очень много конкурентов. И у Realme, и у OnePlus, и у Xiaomi, и у всех. Но мне кажется, что это проклятие Huawei, когда они думают, что рекламой можно сделать все. При том, что нет кастомизации также непривычно мне. Ни вибра, ни звука, и эквалайзера хочется, и чего-то, что есть у всех. В целом, я надеюсь, что моя позиция ясна. Телефон свои функции выполняет, сбалансированность у него на 100%, но на чем-то они экономили. На чем я вам рассказал. Поэтому мне лично вот за 30 штук, что я его купил, 31 400 он мне вышел, девайс сюда, потому что я в те же деньги, если он у меня не крякнет от того, что туда в лоток сим-карт вода попала, продам, думаю, чуть-чуть дешевле. Проблем не будет. И да, те, кто у меня его приобретают, мои устройства, они знают, что они проходят. Добра и удачи вам, дорогие друзья. Не забудьте подписаться на канал с колоколом, скачать исходники как раз на ПОК и на это дело. И решите, если вам и правда к сердцу близк Honor, и вы сидите постоянно на нем, и все, у вас и часы, и наушники, и ноутбук, и как мне пишут, не уйти мне из этой экосистемы, хороший смартфон. Добра и удачи вам, дорогие друзья.